Значит, с чего мы начинаем? Начинаем с изготовления старинного материала под названием дамасская сталь. Дамаск и так далее. Значит, из чего он состоит? Состав пакета. Значит, мы берем сталь У-10, напильники, ладно, У-10, 4 пластиночки, на них написано феррум. Это действительно феррум, это не сталь 3, не сталь 10, это технически чистое железо. Я его взял с космического завода, но оно используется в металлургии, просто чистое железо, но отличается от того железа, которое валяется у нас под ногами, так же, как отличается датская водка от, скажем, дагестанской. Совершенно. Для чего это нужно? Для чего в пакет кладу железо? Оно для режущих свойств, оно не нужно. То есть железо, даже сколько его немножко выходит на лезвие, это значит, какая-то часть лезвия просто не будет резать. Если его там половина, значит, половина лезвия не будет резать. Это нужно для технологичности, это улучшает свариваемость. И самое интересное то, что это повышает пластичность самого пакета приковки. Здесь очень жесткие стали, и если их ковать, они бывают растрескиваются, рвутся и так далее. Это сильно повышает пластичность. Потом я беру 2 пластины более толстые, чем У-10, 2 пластины стали ХВГ, хром, вольфрам, марганец, и 1 пластиночку такой же толщины, 9 ХС. Она придает стойкость к удару, упругость и все прочее. Ну, по ходу дела я там объясню, что, чего и как. Если кому-то будет интересно. Можно, я уже рассказал, что можно ее заменить там на 50 ХНМ, там, или там, грубо говоря, на рессор, или на 40 Х сталь. Просто нужно понимать, для чего данный дамаск делается. Вот сейчас мы делаем дамаск для ножей, для небольших ножей. Вот в ноже вот лучше вот такое сочетание. Если бы это было, скажем, сабля или меч, я бы сюда железо положил много. Не 10%, как здесь, а там 30%. Ну и так далее. А пока вот так. Складываем, значит, 4 пластиночки У-10. Обязательное условие при сборке пакета: крайние пластины должны быть одинаковые. Ну, это как бы такой принцип. Если человек хочет сделать по-другому, он должен четко понимать, зачем он это делает. Почему именно так, а не иначе. Сам себе хотя бы объяснить. Потом между ними ХВГ и в серединочку 9 ХС. Все четко получилось, красиво, да? И начинаем раскладывать железо. 9 ХС, можно сказать, это отвратительная сталь, она довольно плохо варится, кремний он вообще в стали не очень хорош. Поэтому мы его обкладываем железочкой, как говорил Басов, там образуются чистейшие ферритные швы. Где образуются, когда образуются, я не понимаю. На моих микрошлифах, то, что я смотрел, нет там ферритных швов. Поэтому я делаю их специально. Просто кладу туда чистое железо, чистый феррум. Вот таким вот образом. В старинном, так сказать, рецепте, проданном, секрете, проданном Кахрамоном Илиаровым русскому правительству, изготовление дамасской стали. И взяв оные пластины в клещи, сварить песком обычным порядком. Вот даже палочка у меня сегодня отвалилась. Вот как сегодня начинается. Ну, как видите, ничего особо страшного. Это я вот хотел вам показать, что я доковываю фактически на холодном. Хватит. Треснул. Мы на это дело плюем. Ну, лучше я его сейчас проварю сразу.
Градусов на 100 я его, наверное, переохладил. Так что придется еще раз повторить. Вот такой краевой дефект, он не влияет фактически ни на что. То есть, ну, просто треснул немножко. Это, ну, считаем, что мы собрали исходный пакет. Он просто такой длинный. Бура туда все равно затечет. Вот плохо, когда получается так называемый пузырь, когда мы края проварили, а в середине получился карман. Вот это очень плохо. Его надо разрубать, там смотреть и постоянно помнить, в каком он месте и подваривать. И то он может и не выйти. А вот такой, когда с одной стороны чуть треснул. Ну, например, у нас байки полукруглые. Вот такие вот. Я начинаю его проколоть посередине, он края зажал, и все. Или я его слишком сильно осаживаю в торец, и он разошелся. Внутри разошелся, а края держит. Когда-то мы изучали химию и все прочее. Можно, когда какой-то труднодоступный участок, куда не затекает флюс, например, можно его прогреть до температуры 1360 градусов, и тогда феррум О распадается, диссоциируется на феррум и О. То есть даже окалина сама по себе распадается. То есть флюс там становится настолько жесткотекучий, что при проковке просто выдавливается. То есть если какой-то вот такой дефектный участок, его надо как следует прогреть и хорошо проковать, и все. Ну, фактически все. То есть не в идеале, но пойдет. Нажмите кнопочку. Сейчас мы его на 3 части. Вот так вот. Номинально здесь 33 слоя, то есть 11 на 3, 33. Ну, во-первых, 31, потому что 2 крайних слоя, они как бы удваиваются, да? А во-вторых, вот эти железочки 4, я их не считаю. Я их не считаю как самостоятельные слои, потому что в конечном итоге они рассосутся, будут тоненькие. Да, их, наверное, будет видно. Но они технологические, их там всего 10%. Поэтому их можно считать, можно не считать. Я сам для себя, для крупности узора их не считаю. То есть здесь у нас сейчас, я считаю, 7 на 3, 21 слой. 21, сейчас надо бы ее на 5, это 100, потом на 3, это будет 300. Говорим «Алис», и потом уже начнем как бы следующий мастер-класс. Второй раз бурой посыпаем, чтобы, если возникнут мелкие краевые непровары, у нас во время ковки уже есть бура, они тут же автоматически завариваются. Вообще очень много зависит от молота, от состояния байков. Конечно, когда молот там 80 килограмм, там 75, 50, у них закрытая схема. И там, если байки отполировал, все, они идут ровно. В идеале, конечно, вальсы. 80-й отлично, я на нем работал года 2, наверное. Но у 150-го есть преимущество, он очень мягко работает, он бьет сильно и мягко, он не рвет пакет. А вот хлопушка 50-килограммовая, она бьет резко, бум-бум-бум-бум-бум. Ну, тоже можно. Я и вручную варил кувалдами, по-всякому можно.
Сегодня почему-то молот удивительно кривит. Вот даже ровный пакет, да, вы видели, он его ромбом сваливает. Ну, у нас это такой термин есть, ромбит. Собственно, можно было и длиннее вытягивать, но мне уже лениво греть ее по частям. То есть, если вы заметили, я раскалывал ровно настолько, насколько у меня полностью поместилось в горн по диагонали. То есть, чтобы один нагрев. Потому что можно нагреть половину, расковать еще длиннее, еще. Ну, в общем, этого достаточно. Меня всегда спрашивали эти киношники, Леонид Ильич, а почему вы всегда, когда размечаете, дуете на мел? Я говорю, попробуй, разрежь, поймешь, на что я дую, на мел или на палец. И таким образом у нас здесь будет 84 слоя. Вот, ну, поверхности у пластин, как видите, зачищены у некоторых, да? У некоторых с двух сторон, у некоторых с одной стороны. Почему? Потому что они будут наружу. Да, потому что они будут наружу. Чего я их буду чистить? Все равно, что выкрасить и выбросить. Так. Значит, у нас первоначально было 7-11 слоев, потом мы их сложили на 3, 21-33, сейчас мы сложили на 4, это 84-120, 132. 132 слоя. Ну, таким вот образом. Вот если мы сложим на 3, а я думаю сейчас сложить на 3, это будет 250 слоев, да, или, как считать опять на 3, или 400. Ну, там слои не будут видны, чистое железо, вероятно, будет видно мелкими серебряными такими прожилками. Потому что по моим визуальным ощущениям 10 тысяч слоев видно. Леонид Борисович, ты врешь, это не может быть, там же толщина получается и так далее. Но я знаю, что я вижу, потому что я смотрел в микроскоп.